Путин согласен на условия США. Заявление Москвы: РФ не отказалась от капитуляции Украины. Американцы против европейцев могут выбросить за борт во время переговоров о мире. Как ЕС сталкивается с сопротивлением США и почему? Зеленский может нарваться на новый скандал в овальном кабинете. Окружение советует не лететь в Вашингтон, что решил сам Зеленский. Лукашенко и Путин готовятся к вылету. Экстренная встреча на нейтральной территории. Минск анонсирует завершение войны. Удар американских морпехов по российской ПВО С-300. Военные США отрабатывают будущий бой. Детали. Каспийское море может исчезнуть. Биологи нашли крупнейший трупный цветок и расплакались, а ученые призывают пенсионеров чаще брать в руки телефоны и сидеть в интернете. Почему? Об этом и не только, досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как всегда. Прямо сейчас нажмите, пожалуйста, лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями. А я начинаю. Украл за решетку, а потом на фронт. Экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, фигурант дела о коррупции при закупке БПЛА и средств РЭП по завышенным ценам, заявил, что присоединился к вооруженным силам Украины. В Телеграме написал, что возвращается на восток как военнослужащий. В августе Гайдая взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога в 10 миллионов гривен. Залог в итоге был внесен, и он вышел на свободу. Но еще в зале суда Гайдай анонсировал, что отправится на фронт. Россиян готовят к проверке под увеличительным стеклом те, кто покупает недвижимость в Финляндии. В Минобороны Финляндии обеспокоены появлением новых собственников недвижимости без видимых доходов. Жилье, принадлежащее россиянам, может создавать угрозу безопасности, говорит министр обороны. И финская пресса пишет также, что некоторые россияне приобретают десятки квартир. В материале отмечается, что особым спросом пользуется столичный регион. Напомню, летом этого года Финляндия запретила россиянам покупку недвижимости по соображениям безопасности. Однако запрет не распространяется на квартиры, которые обычно приобретаются через покупку акций жилищного кооператива. Сейчас в правительстве думают, как ужесточить законодательство и проверить всех подозрительных покупателей. Хотя отдельные квартиры не создают такого же риска безопасности, как крупные земельные участки, этот вопрос тоже нужно рассмотреть. Ситуация, когда, например, в отдаленном районе весь акционерный капитал жилищной компании попадает в руки враждебного игрока, может внезапно создать угрозу безопасности. Чтобы укрепить границы и оборону внутри ЕС, премьер-министр Финляндии Петери Орпо собирает саммит, который пройдет 16 декабря в Хельсинки. На форум приглашены главы правительств Швеции, Эстонии, Латвии, Польши и Болгарии, а также президенты Румынии и Литвы. Орпо заявил, что страны, имеющие общую границу с Россией, сталкиваются с едиными вызовами, кибератаками, гибридными операциями и нарушениями воздушного пространства. Это была цитата. Удар морской пехоты США по российским и китайским системам ПВО – это уже реальность. Учения, которые выглядят как генеральная репетиция будущего боя, проходят на авиабазе Феллон, где американские военные выставили полноразмерные копии С-300 и HQ-9 и начали учиться их обнаруживать и подавлять. Это не просто учение, это сценарий, в котором США заранее готовят удар по ПВО потенциальных противников. Подразделения радиоэлектронной борьбы и разведки отрабатывали полный цикл уничтожения от поиска сигнала до условного поражения цели. Вся эта техника – это часть растущего парка высокоточных реплик, созданного для того, чтобы американские операторы тренировались на моделях, которые полностью повторяют поведение настоящих российских и китайских систем ПВО. Внедряя реалистичные реплики систем ПВО в тренировочную среду, Министерство обороны стремится подготовить подразделения к операциям против стран, располагающих дальнобойными зенитно-ракетными комплексами, продвинутыми радиолокационными системами и распределенными сетями ПВО. Появление макетов, напоминающих С-300 и HQ-9, в иранском стиле камуфляжа указывает на то, что разработчики сценариев включают широкий круг потенциальных противников. Перекроили и переписали, выкинули часть пунктов. Теперь он не похож на прежний. Мирный план Трампа после женевских переговоров сокращен. Об этом пишет Financial Times. Вместо 28 пунктов всего 19. В напряженной атмосфере США и Украина решили, что самые болезненные вопросы, а это территория и отношения НАТО-США-Россия, будут обсуждать Трамп и Зеленский. Financial Times со ссылкой на представителя украинского МИДа Кислицу пишет, что прежний вариант плана содержал требования,
которые пересекали украинские красные линии. В Женеве переговоры едва не сорвались из-за утечек в СМИ, но после многочасового обсуждения стороны смогли согласовать часть пунктов и значительно переписать документ. Украинская делегация заявила, что не имеет мандата принимать решения о передаче территорий, поскольку это требует всеукраинского референдума. Авторы издания также уточняют, Зеленский может нарваться на новый скандал в овальном кабинете, а поэтому ему советуют не ехать в Вашингтон. Обсуждается возможность того, что Трамп примет Зеленского в Вашингтоне на этой неделе, чтобы закрепить соглашение. Но некоторые в окружении украинского президента советуют ему остаться в Киеве, чтобы избежать нового конфликта с Трампом, который может поставить под угрозу прогресс, достигнутый за выходные. Сам же Зеленский опроверг эту информацию и в вечернем обращении дал понять, встреча с Трампом будет. Финальный же документ еще не согласован. Европейские, американские и украинские официальные лица ищут общую почву, чтобы представить ее России. Уже так о закулисных делах пишет Вашингтон-Пост. Авторы уточняют, что окончательное количество пунктов еще не определено, но все по-прежнему базируется на первоначальном американском предложении, а не на отдельном европейском варианте. К тому же, по информации издания, европейцы могут быть выброшены за борт. Они пытаются войти в переговорный процесс, но американцы идут против. В материале говорится, что европейские представители сталкиваются с сопротивлением со стороны Вашингтона. А поэтому есть ощущение, что сделка будет закрыта без участия Европы, хотя она напрямую затрагивает европейцев. Это была цитата. Европейские предложения были полезными, отметил источник, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности дипломатии. Однако американцы продолжают ориентироваться на свой изначальный документ как на рамочный. В Европе звучат и другие голоса. Как и прежде, отличается позиция у Венгрии. Там в эти дни активно делают заявления. В МИД страны уверены, лучше плана Трампа ничего не будет, а потому надо идти на сделку. Ситуация ухудшается с точки зрения риска эскалации, ухудшается с точки зрения безопасности Европы, ухудшается с экономической точки зрения, ухудшается с гуманитарной точки зрения и также ухудшается с точки зрения территориальной целостности Украины. То есть нет ни одного аспекта, который улучшился бы при дальнейшем затягивании войны. Украина уже многое потеряла из-за этой войны. Европа потеряла многое из-за брюссельских реакций на войну, поэтому давно пора положить всему этому конец. В ответ в Украине звучат заявления о красных линиях. Там вновь дали понять, Зеленский не сдаст территории путем признания их российскими. ВСУ не должны быть сокращены и никакого вето на альянсы. Киев призвал давить Путина. Кроме того, членство Украины в Европейском Союзе и НАТО также должны быть элементами как гарантии безопасности Украины, так и мирного плана. Только при этих условиях Россия отступит, потому что, наконец, поймет, победить и захватить Украину как интегрированную часть демократического мира будет невозможно. Что Украина раз и навсегда стала частью того мира, где нет места тирании, где господствует демократия. У Путина же дали понять, отвергают европейский план, а план американцев является приемлемым. Это тот самый план, который изначально называли планом капитуляции Украины, и из-за которого Зеленский записывал еще несколько дней назад экстренное обращение к народу. А что касается тех планов, которые гуляют, просто мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, о котором, так сказать, если просто с первого взгляда он совершенно неконструктивный, нам не подходит. Но господин Рубио, он объявил, что женевские переговоры с украинцами вполне удовлетворили американскую сторону. Путин согласен на условия США. Предложения в их плане мира могут быть основой для мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении Кремля после переговоров Путина с Эрдоганом. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в Верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования. Вновь подтверждена заинтересованность российской стороны в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса. Путин требует капитуляции. Такой вывод уже делает Американский институт изучения войны. Опять же напоминаю, что те 28 пунктов, которые были написаны изначально в плане Трампа, это сдача интересов Украины. Эти заявления по-прежнему указывают на то, что Россия вряд ли примет какой-либо предложенный мирный план, который не сводится к капитуляции Украины. В пух и прах Россия разнесла европейский план, резюмирует Политико. Разрыв между желаемыми итогами сторон остается огромным и в значительной степени несовместимым. Москва настаивает на урегулировании, которое закрепит и расширит ее территориальные приобретения, тогда как Киев и европейские столицы требуют гарантировать суверенитет Украины. В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио назвал обсуждение Швейцарии крупным прогрессом, отметив при этом, что еще предстоит кое-что доработать перед финализацией предложения.
Чего хотят украинцы и россияне, и верят ли в планы? Предлагаю послушать для начала мнение харьковчан. Все войны кончаются миром. Когда-нибудь должен наступить. Что будет? Мне кажется, этого никто не знает. Все они решают, думают, что самому тяжело это сейчас сказать. Не верим мы в мирные переговоры, потому что они садятся за стол с ручкой, а по нам прилетают ракеты и бомбы. И гибнут люди. Вот сегодня женщина погибла, вынесли только что вот недавно. Далее же мнение жителей Москвы. Думаю, ничего не получится. Почему? Слишком много условий, слишком много пунктов. Я думаю, затягивание времени. Хотелось бы надеяться, конечно, но пока что практика показывает, что особо ничем хорошим это не увенчалось, к сожалению. Даже их встреча, которая была месяц или два назад, тоже ни к чему не привела. Хотелось бы прекращения уже этих военных действий и мирной жизни. Будем надеяться, что все-таки они договорятся. Но то не политики, чтобы договаривались. Конечно, друзья, отмечу, что мнение лишь нескольких людей не отражает полной картины происходящего, поэтому часто и задаю вопросы вам. Каковы ваши мысли по поводу переговоров, мира и войны и так далее? Комментарии, как всегда, открыты для всех людей с разным мнением и взглядами. Приглашаю и, как всегда, на этом моменте прошу вас о поддержке, вашем лайке и подписке на канал «Время Прядко». А я продолжаю. Срочный вылет. Путин и Лукашенко отправляются в Кыргызстан на саммит ОДКБ, который состоится 27 ноября в Бишкеке. Перед саммитом Путин проведет личную встречу с Лукашенко. Тем временем сам Лукашенко анонсировал завершение войны. Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, и чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет. Пока же война продолжается, приказ Путина и Зеленского исполнен. В ночь на вторник Россия сначала запустила десятки ударных дронов по Украине. После был гиперзвуковой удар кинжалами по Киеву, баллистикой, калибры с моря летели по ТЭЦ и ГЭС. Пропал свет и вода. Есть и попадание обломков в жилом секторе. В небе были миги и тушки. Киев в ответ совершил крупнейшую атаку по югу России. Гремело в Таганроге, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Туапсе и других населенных пунктах. Больше всего досталось Новороссийску и Таганрогу. В последнем, как утверждают местные жители, был поражен самолет. По предварительным данным, уникальный самолет РФ А-50. На момент записи выпуска официальных подтверждений не было. Однако были сообщения о прилетах по другим объектам. Местные, кроме всего, активно снимали и публиковали видео работы ПВО, в том числе и удара по своей территории. Были и сообщения о попадании БПЛА по многоквартирному дому. Польша очень медленно укрепляется на границе с Россией. Строительство фортификаций по программе «Восточный щит» на границе с Калининградской областью РФ началось только на 4-й год полномасштабной войны. Об этом со ссылкой на спутниковые снимки сообщает французский военный осинт-аналитик Климент Молин. Защитные сооружения, которые обустраивает Польша, это противотанковые рвы, зубы дракона и окопы. По словам автора, все это очень похоже на украинские фортификации, но, учитывая опыт Украины, пишет военный аналитик, такие фортификационные сооружения в значительной степени устарели и бесполезны из-за угрозы со стороны дронов. Пока что я нашел только 3 небольших участка, где можно увидеть фортификационные сооружения, все в Польше, на границе с Калининградом, российским эксклавом. На восточной границе ЕС мы можем видеть лишь подготовку к строительству фортификаций и установку заграждений на границах. Каспийское море может разделиться и исчезнуть. Крупнейший на Земле замкнутый водоем, расположенный на стыке Европы и Азии, продолжает мелеть. Снижение уровня воды связано с тектоническими процессами, говорят в Нацакадемии наук Азербайджана, и объясняют. Каспийское море находится в активной тектонической зоне. Вследствие такой активности появление новых гор. И поскольку процесс горообразования на Кавказе не завершен, говорит сотрудник Института Амир Исмаилов, уровень воды в море снижается. Есть вероятность, что море превратится в озера. Эксперты бьют тревогу. Изменения носят крупномасштабный характер и потребуют серьезного мониторинга и адаптации прибрежных регионов. Исмаилов предупреждает, в будущем Каспийское море может разделиться на 2 отдельные водные системы. Северную в Дербентской впадине и южную в Ленкеранской. Процесс этот растянут во времени, но неизбежен при сохранении текущей динамики. Другой сотрудник Института географии, Эльнур Джафаров, добавляет, что уровень воды может опуститься настолько, что море отступит от береговой линии более чем на 30 километров.
Найден редчайший в мире цветок. Биолог из Индонезии, увидев это растение, упал на колени и разрыдался. Как пишет Нью-Йорк Пост, ученый Деки Андрики более 10 лет охотился за этим уникальным цветком. Во время очередной экспедиции по джунглям индонезийского острова Суматра команда ученых наткнулась на чудо природы. Цветок, похожий на те, что показывают в фантастических фильмах, называется рафлезия. Это паразитическое растение, которое распускается раз в 9 месяцев и цветет всего несколько дней. При этом гигантский цветок источает отвратительный запах, из-за чего его называют трупным цветком. Аромат привлекает мух, которые ошибочно принимают растение за гниющую тушу и переносят пыльцу. В мире существует около 40 видов этого зловонного растения, а обнаруженный на Суматре является крупнейшим цветком в мире и достигает почти метра в диаметре. Рафлезия – гигантский красный паразитический цветок, который, как отмечается в публикации Оксфорда, чаще видят тигры, чем люди. По словам ученых, они день и ночь пробирались сквозь патрулируемые тиграми джунгли Суматры, чтобы найти этот ботанический святой Грааль. Сидеть часами в смартфоне не вредно, а даже наоборот полезно, особенно людям старшего возраста. В этом уверяют ученые Техасского университета. Так, исследование, в котором участвовали около 18 тысяч пожилых людей, показало, пенсионеры, регулярно пользующиеся интернетом, почти в 2 раза меньше склонны к деменции. Даже технические проблемы, зависание, обновление, нестабильный интернет – все эти признаки являются дополнительной когнитивной нагрузкой, то есть факторами, которые стимулируют мозг. А вот молодежи следует ограничивать время провождения за компьютером или же смартфоном. Исследователи напоминают о сленговом термине «brain rot». Дословно переводится как «гниение мозга». Это распространенная сейчас интернет-зависимая одержимость контентом, который не развивает и перегружает мозг. Технологии позволяют людям оставаться на связи. Социальные связи защищают от деменции, а изоляция повышает риск. Звонки, переписка, видеосвязь особенно важны для пожилых людей, живущих в одиночестве. Исследование 2022 года показало, что интернет приносит еще больший когнитивный эффект именно для этой группы. Результаты по соцсетям менее однозначны, возможно, из-за меньшего количества данных. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня, не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.